Та-да, ух ты. Вау. Слюни текут, не могу, жрать хочу. Извините. Это Дотстер! Это Дотстер в тарталетке. Это теплое оливье с нашей курочкой. Вкусовые предпочтения с детства, тут прям я чувствую этот... Ну, оливье вообще никогда нельзя испортить. Это вкусненько. Люблю майонез. Очень вкусно. Мне нравится. Я бы взяла. Вкусненько. Очень. Ты что, уже все съел? Ну что? Еще давай. Похоже на стартер. Это хуже, чем я ожидал, потому что в стартер ты можешь как бы засунуть все, что угодно. Да. Давай есть это. Fucking shit. Картоха. Или за счет Не, того- подожди, там что-то зеленое. Слушай, у тебя может другое? Это оливье. Это же оливье, чувак. Я хочу рюмку водки. Майк, можно как-то это устроить? Реально вкусно. Я не прикалываюсь. Да я бы ел их даже когда зубы чищу. Господь. О, Господи, вот это уже страшно. Это Боже, это кабачковая икра. тыквенный суп. Фруктовое пюре. Пахнет провокационно. Ты такой, типа, думаешь, что-то сладенькое. И такой делаешь глоток, да, о, и у тебя Там все очень сгорает. много персика. Серьезно? Боже мой. О май гад. Что это? Помолотый горох. Это вкусно, но я не понимаю, что это. Я понимаю, что это жидкое оливье. Я не хочу думать, что я это попробовал. Это ужасно. А мне норм, очень вкусно. Можете мне маленький полторашечку вот этого? Мне кажется, на лето он взорвет продажи. Продажи будут низкие, но сегмент будет свой, да. Мне кажется, нас ждет что-то особое. Тут есть вилочки. Как тебе? Ты это видишь? Паста. Паста с сыром вкусная. Тут есть горох. Это то же самое. О, так это оливье запеченный. Оливье, паста, вы что, прикалываетесь? Паста с оливье. Нормально? Да. Господи, какая работа прекрасная. Мне нравится. Миш, тебе как? Дошло. А вот еще, мне кажется, вот в оливье же есть свекла. И Разве? Это же рашечный абсолютно продукт. Пьется оливьешка, ты ее ешь с макарохами, совсем ешь. И Разные ты же как салаты греешь и туда. такой думаешь, да с ним. Отличное видео, и по традиции продолжаем с представления новых сотрудников. Андрей Пригоршев, разработчик. Можно вставать. Александр Быков, тоже разработчик. Юрий Якимов, тоже разработчик. Ольга Еремина, менеджер в Dodo Controlling. Светлана Ворошилова, директор по развитию производства теста. И теперь начнем нашу презентацию. Меня зовут Глеб Котляров, я занимаюсь исследованием и обеспечением качества теста по сети, и я вам расскажу про наш центр производства теста и про исследования, которые мы проводим для обеспечения качества. Начну с рассказа про что такое центр производства теста. Это совместный проект с Восток-Западом, это стратегический объект в системе Dodo Pizza, флагманский объект. Это центр, который производит на данный момент 270 тонн теста в месяц и обеспечивает им 130 пиццерий. Нужно сразу сказать, что мы производим свежее тесто. Это значит, что после замеса и тесторазделки мы заготовки не замораживаем, мы их частично не выпекаем, они в свежем виде едут в наши пиццерии.
Выглядит это так, как на левом слайде. На левом слайде можно увидеть тестовые заготовки, которые вполне себе комфортно можно взять, из лотка раскатать, приготовить пиццу, выпечь ее, и она будет соответствовать абсолютно всем стандартам. Но очень часто бывает, что тесто приезжает в пиццерии уже не соответствующим стандартам. Самые две основные проблемы – это ослабление клейковинного каркаса, что мы видим на центральном снимке. Тестовые заготовки расползаются, растекаются, ее невозможно взять из лотка и невозможно раскатать надлежащим образом и приготовить пиццу, которая будет соответствовать нашим стандартам. В самом правом слайде, на самой правой стороне, мы видим тестовые заготовки, которые блестят, влага не связалась, она вышла на поверхность, крупка будет прилипать. Из такого теста, соответственно, тоже нельзя приготовить пиццу по стандарту. Тесто очень липкое, пиццемейкеры будут испытывать дискомфорт. И у нас есть свой чатик людей, которые питаются тестом от Московского центра производства. И там люди описывают нам каждый день, каждый час свои ощущения, когда к ним приезжает поставка. И выглядит это примерно так. Люди пишут, что тесто привезли, оно некачественное, мы испытываем дискомфорт и даже предлагают всех нас разогнать и нанять опытных и компетентных сотрудников. Но, конечно же, проблема качества, она не только у нас, не только потому, что мы делаем тесто централизованно. Проблема, в принципе, она по всей сети, и мы построили график, это две кривые. Соответственно, по оси Y можно видеть количество снятий балла в рейтинге продукта именно за качество теста. И мы видим, что красная линия – это те, кто делают тесто локально, самостоятельно. Синяя кривая – это те, кто питаются от Московского центра производства теста. И мы видим, что в целом эти две кривые коррелируют. Особенно можно увидеть в летний период, вот с апреля по август. У нас возник пик, соответственно, качество понизилось, причиной, конечно, стало климатические условия, но мы видим, что в целом и по сети качество ухудшилось, снизилось, и у тех, кто питается от центра производства теста. В нашем случае пики будут немножко больше, потому что поставка у нас, она кратно 20 тоннам, поставки достаточно большие, и 1-2 плохих поставки муки очень сильно занижает среднее значение качества. Сейчас немножко расскажу про что такое мука. Мука – это продукт переработки зерновых культур, получается путем размола зерна. И, как правило, помольная партия – это несколько сотен тонн муки. Но как ее делают? Вот здесь на картинке можно увидеть 6 силосов. В каждом из них хранится зерно с определенного качества, с определенными свойствами. И для того, чтобы сделать муку, необходимо смешать зерно разного качества, для того, чтобы, соответственно, получилась качественная мука. А перед тем, как производится помол, специалист мелькомбината должен спуститься с какой-то емкостью, с ведром, с небольшим, отобрать из каждого силоса зерно разного качества, смешать его в определенных соотношениях и размолоть на маленькой мельнице и посмотреть, что получилось. Если такая мука устраивает, то, соответственно, он дает добро на производство целой партии. Если качество не устраивает, то, соответственно, нужно корректировать партию, добавлять хорошего зерна, снижать процентное соотношение плохого зерна, такой мастер-блендинг. Но как понять вообще, какая мука нужна нам? Никто нам никогда в жизни не скажет, что вот берите вот эту муку, у вас на ней будет все получаться. Поэтому нам необходимо было провести исследование, которое покажет нам, какая мука способна выдержать особенности нашего технологического процесса, особенности нашей логистической цепочки, достаточно сложной. Для этого мы провели исследование, мы взяли абсолютно все партии муки, которые к нам приходят. Это были все наши текущие партии от разных дат, по сути. Все в одинаковых, можно сказать, пакетах. И мы в абсолютно одинаковых условиях произвели целые промышленные партии теста. Нужно сразу сказать, что частота эксперимента обеспечивалась тем, что у нас было абсолютно все одинаковое. Температурные режимы, дозировки, технологические параметры. И разные были только партии муки. И здесь мы видим девиации в качестве. Например, нижний левый лоток, тесто растеклось, с таким тестом уже невозможно работать. Вот таким оно приехало к партнерам. Допустим, в середине мы видим внизу абсолютно нормальные тестовые заготовки, с которыми можно работать, которые еще будут несколько дней жить в пиццерии. Конечно же, недостаточно просто взять и замешать тесто. Нужно еще понимать, что послужило причиной таких девиаций. Сразу скажу, что порядка 30-40% партий просто-напросто не соответствовали установленным требованиям. Мало просто замешать тесто, нужно еще и понять, почему оно так себя ведет. Для этого все эти же партии муки мы отдали на анализ в сторонние лаборатории и проанализировали на абсолютно все параметры, которые только можно найти в муке. И мы получили достаточно большой массив данных. Что нам делать с этим массивом данных? Мы используем методы достаточно продвинутой аналитики,
использовали достаточно современный статистический софт, который использует большинство крупных R&D пищевых компаний, и мы определили зависимости, какие же факторы, какие параметры муки влияют на, соответственно, избыточный рост тестовой заготовки, на ее растекание, на ослабление клейковинного каркаса. И также мы определили параметры, которые влияют на выход влаги на поверхность, на то, что вы видели несколькими слайдами ранее. Соответственно, кульминацией всего этого исследования послужило то, что мы теперь точно знаем, какие параметры нам необходимы, и мы теперь точно можем сказать, что послужило проблемами с качеством. И, естественно, логичным завершением становится создание спецификации на муку, которая позволит нам получать именно ту муку, из которой у нас будет абсолютно все получаться. Скажу сразу, что российское законодательство, оно регламентирует получение с каждой поставкой качественного удостоверения, в котором написаны параметры муки, но, к сожалению, эти показатели ГОСТовские, они разработаны в 70-х, 80-х годах, и по нашей технологии они просто-напросто неприменимы, они абсолютно неинформативны. И для этого мы добавили спецификацию 8 негостовских параметров современных, которые позволят нам получать муку именно того качества, чтобы у нас все получалось отлично. Это нормальная практика, когда для крупных профессиональных промышленных производств стоковые ритейловые позиции сырья не подходят. И нам нужен спецзаказ, по сути. Конечно же, это даст нам ряд определенных преимуществ. По сути, у нас был вот такой широченный диапазон, ворота, в которые любая поставка муки более-менее белого цвета, более-менее похожий на белый порошок. По сути, в эти ворота проезжала абсолютно любая поставка. Мы сейчас сузили диапазон спецификаций таким образом, что в вот такие небольшие ворота плохие поставки просто-напросто не проедут, они отбракуются системой входного контроля и поедут, наверное, либо обратно к производителю, либо, может, к ключевым конкурентам нашим. И, естественно, вся эта работа не пройдет даром, и мы получим целый ряд плюсов. А именно, мы сможем снизить нагрузку на менеджмент. Это значит, что тесто, например, смогут выпекать холодным. Его сейчас достаточно часто берут холодным прямо из холодильника. Наша новая стабильная формула, она позволит выпекать его холодным. Также она позволит, скажем так, забывать его оставлять на нагреве, и тесто не будет слишком быстро растекаться, расползаться и превращаться в кисель. Также это позволит улучшить вкус, сама масса теста станет пластичнее, и дрожжевая клетка будет намного проще доставать себе питание. Процесс созревания будет проходить надлежащим образом, и будет образовываться вся вкус-ароматика, ради чего, собственно, мы и делаем свежее тесто. Также это позволит обеспечить стабильное качество. Это значит, что вы придете в любую пиццерию от Калининграда до Владивостока и получите пиццу абсолютно одинакового качества, с одинаковым тестом, с одинаковым бортиком, по сути. Также это позволит увеличить дозировку воды в рецептуре, что на наших объемах это уже достаточно большие деньги. Это позволит, скажем так, улучшить экономическую эффективность производства. И также это позволит нам более эффективно использовать логистику, более эффективно использовать палетоместа, а именно доложить в наши лотки с заготовками еще по одной заготовочке, в лотки с маленькими и с большими заготовками. На этом у меня все. Я передаю слово следующему выступающему. Спасибо.